Приветствую вас, глинорожденные. В данном видеоролике я расскажу вам все, что нужно знать для получения всех достижений в игре Moon Scars. Данный гид по достижениям рабочий как для версии игры на ПК, так и для обоих консольных версий, так как список достижений на всех платформах одинаковый. Материалы для данного гайда, как и 100%, были сделаны на PlayStation 5, поэтому в будущем я буду обращаться к 100% выбитым в игре как к платиновому призу. Прелюдия закончена, переходим к началу. Moon Scars — это двухмерный сайд-скролл-платформер с элементами Souls-like и типичной метроидвании. Игроки берут под свой контроль серую Ирму, воина из глины и костей, которая должна разыскать своего создателя, существо по имени Скульптор. Чтобы найти Скульптора, Ирме придется сражаться в мире, населенном существами из глины, где большая часть человеческой цивилизации лежит в руинах. Если вам будет легче понять игру, услышав сравнение, то наиболее близкой к ней по духу будет Blasphemous. Жанр фактически тот же, стиль и атмосфера также. Как минимум, мне данные игры показались довольно схожими. Платина в игре берется за 2 прохождения легально, но я расскажу в данном гайде, как взять и за одно. Примерно за 14-15 часов при 2 прохождениях и около 8-9 часов при одном. Сложность около 3-4, хотя для людей новых для жанра может быть и посложнее. Перед тем, как я приступлю к гайду, следует объяснить, как структурирован сам видеоролик. Данный путеводитель выполнен в формате, в котором я буду показывать и рассказывать об ачивках по мере их появления на протяжении игры. Фактически, посмотрев данный гайд, вы сможете знать, что ожидать и когда, что надо делать, для того, чтобы ничего не пропустить. Большинство достижений являются боевыми, где вам просто надо попасть в определенную ситуацию несколько раз, использовать что-то, либо убить врагов определенным способом. Другая половина достижений фактически сюжетная, получается просто по мере прохождения игры. Но в игре есть 4 особенных пропускаемых трофея с подвохом. О нем сейчас расскажу. По мере игры вам надо будет сделать 2 выбора, каждый из которых блокирует получение второго варианта, и, собственно, получение обеих ачивок за одно прохождение в теории невозможно. Тем не менее, с помощью скидывания сохранения на флешку либо в PS Plus на облако, это можно обойти и получить все трофеи за одно прохождение. Правда, есть нюанс. На PS5 версии игры нельзя выгрузить сейвы на флешку, только в облако, но для него нужен PS Plus. Для некоторых людей это может быть проблемой. Так что делать, если его нету, и вы хотите взять платину за одно прохождение? В интернете ответа я не нашел, но тем не менее я нашел способ, о котором нигде не смог прочитать, пока проходил и убедился в нем на своем опыте. Что же, видео разбито на тайм-коды, так что можете перейти к интересующему вас участку видео, а сейчас давайте приступать к самой сути ролика. И да, очевидно будут минимальные спойлеры к сюжету. Появившись в начале игры и прослушав пока что непонятный, но хоть немного дающий экспозицию монолог, вы можете спокойно двигаться вперед к замку, параллельно получая первые трофеи. По мере прохождения между порталами Sacrifice Tutorial и Fortress вам следует найти NPC по имени Ярема, который стоит где-то на нижних уровнях локации. Обязательно поговорите с ним, истощив возможность диалога до момента, как продвинетесь дальше, иначе вы пропустите трофеи, над которыми мы будем фактически работать всю игру. Причем я не шучу. Далее продолжайте свой путь в замок. Дойдя до замка рано или поздно, вы доберетесь до зеркала портала в локации Чембера. Взаимодействуйте с ним и переместитесь в мастерскую, ваш лобби-хаб. Там вы найдете Ярему и снова истощите с ним возможность вести диалог для продвижения далее. После этого вы можете вернуться назад и продолжить свой путь к вершине замка. По мере этого пути вы найдете портал, который просто так не откроется, а кот рядом с ним будет просить принести ему молока. Обязательно найдите его и отдайте. Есть достижение, которое получается ближе к концу игры, и для его получения вам обязательно надо его напоить молоком 3 раза по мере игры в разных локациях, обязательно в той последовательности, в которой я буду рассказывать в этом гайде. Так что ни в коем случае не пропускайте его, если вы найдете. Далее вам следует также поискать NPC маленькую девочку Аделинку. Обязательно ее найдите, пока ходите по верхнему замку, так как ее пропуск в итоге лишит вас возможности получить один из трофеев в дальнейшем.
Также на пути к вершине найдите предмет под названием «Часть глинорожденного левая рука». В будущем данный предмет нам понадобится. После того, как мы понимаем, что дальше не пройти, нам следует опускаться вниз по замку. По мере продвижения по локации, если вы нашли долинку сверху, вы встретите ее вновь. Она даст задание на поиск сережек. Это местные собирательные предметы. Видны они только во время стадии Красной Луны. Если видите их по дороге, можете спокойно собирать, но все собрать вы сможете только почти под конец игры, так что не обращайте слишком много внимания на них. Сбор всех серьг и последующий разговор с Аделинкой даст вам трофей, но пока что не о нем. В нижней части замка вы встретитесь с королевой Ядвигой, что даст вам ключ в комнату со вторым боссом в игре. После победы над боссом вам станет доступна возможность открывать ранее закрытые красные двери, которые выглядят будто из плоти. Телепортируйтесь с ближайшего зеркала в мастерскую и откройте ранее закрытую комнату сверху слева ради получения предмета «Часть глинорожденного левая нога». После босса также придите к королеве, рядом с которой теперь стоит Ярема. Поговорите с обоими, истощив диалоги. Далее, перед продвижением вперед, нам стоит сходить в левую часть нижнего замка, где найти портал Nursery. Наверх от него можно будет найти NPC, что сидит за металлическими дверьми. Карина имеет связанный с собой трофей, поэтому просто приходите к ней после каждого босса для нового диалога. В будущем я напомню вам, когда стоит будет к ней зайти перед финалом, чтобы точно ничего не пропустить. После того, как вы закончите все вышеуказанное, переходите в локацию глубины, где у первого же портала снова найдете кота, что будет хотеть молочка ради открытия портала. Найдите молоко рядом и отнесите его ему. Далее просто исследуйте локацию. Когда найдете второй портал под названием Great Mills, он еще требует создания доппельгангера для активации, после попадания в мастерскую стоит быть внимательным. Сейчас появятся два взаимоисключающих трофея. Вы можете сделать бэкап сохранения, либо же послушать, как я это делал без него. Выходите из портала к доппельгангеру, в отличие от других разов, где начинается битва, тут начинается диалог. По итогу диалога у вас будет выбор – пощада, либо сражение. Для начала выберите сражение и победите его. За это вы получите достижение. Как только получили достижение, сразу же закрывайте игру и заходите вновь. Игра должна была сохраниться до вашего выхода из зеркала к доппельгангеру, либо прямо в диалоге с ним. Теперь выберите вариант пощады. Достижения нет? Все верно. За этот вариант выбора трофей мы получим немного позже. Исследуйте локацию далее, параллельно найдя часть глинорожденного правая рука, часть глинорожденного правая нога, а также правый глаз Карги. Рядом с одним из данных предметов мы встретим Ярему. Обязательно снова истощайте полностью его диалог и идите далее. В верхней левой части локации вы сможете найти NPC Йона. Изначально он будет виден на карте, если пройдете рядом, как отмечаются все другие NPC, но он заточен в камне, и вам надо будет использовать свой ихор для того, чтобы пробудить его. После небольшого диалога с ним, он перейдет к вам в мастерскую. Обязательно сделайте это, так как он снова-таки связан с личным трофеем. Для того, чтобы получить данный трофей, говорите с ним время от времени, когда приходите в мастерскую, пока не истощите диалог с ним. Данная локация фактически нужна для продвижения дальше по сюжету. Единственное, что вы здесь можете найти, так это левый глаз Карги почти у выхода из локации. В данной локации есть много всего, что стоит найти, но давайте по порядку. В какой-то момент сходите к Карине. Она скажет, что Аделинка в опасности, после чего можете вернуться к новой локации. В дальневосточном углу локации найдите Ярему, поговорите с ним. Если все было хорошо, то он даст вам предмет. В верхней части локации по центру найдите предмет Incomplete Mode. Он нам понадобится в очень ближайшем будущем. Также где-то здесь вы сможете найти Аделинку. Я не уверен, что это обязательно, но на всякий раз указал, хоть и не думаю, что эта встреча хоть на что-то влияет. Возле портала Abyssal Worm вам снова надо будет найти молоко для кота. Найдите его рядом и принесите молоко коту. Пока что достижения нет, но потом вы его получите. Я укажу, когда именно. Если вы встретитесь с NPC Каргой по имени Гарпуна, то она попросит отдать ей глаза. Ни в коем случае не отдавайте глаза, иначе придется идти на второе прохождение.
После победы над боссом региона во второй раз вы можете пойти налево от него и увидеть две горгульи. Они нам понадобятся совсем скоро. Также после победы над данным врагом игра будет перманентно в стадии Красной Луны, что, впрочем, усложнит ее, но тем не менее все коллекционные предметы будут видны всегда. Сейчас вы можете либо сделать бэкап сохранения, либо сделать так же, как сделал я. Выберите любой зеркало-портал и нажмите на него, чтобы сохраниться. Теперь ваша главная задача не взаимодействовать с зеркалами никак, не умирать, а также не использовать телепорт к зеркалу на зажатии треугольника на карте. Если сделаете что-либо из этого, следуя дальнейшим подсказкам, то пропустите один из самых долгих трофеев, над которым мы работаем всю игру. Если есть возможность сделать бэкап, лучше стоит. Если же возможности нет, как и не было у меня, то следуйте дальнейшим указаниям. Значит, мы сохранились у зеркала. Сейчас пешком идем к Арге, отдаем ей оба глаза и истощаем с ней диалог. Следующим этапом идем к горгульям налево от локации, где убили босса второй раз, и говорим с горгульями. Отдаем им 2 раза по 10 тысяч костной муки и получаем 2 предмета. Возвращаемся к Арге и отдаем один из предметов ей. Получаем за это достижение Joys of Motherhood. Теперь закрываем игру и снова возвращаемся. Если вы сделали все правильно, то вас должно было загрузить с момента, когда последний раз взаимодействовали с зеркалом, перед походом к Арге. Если все удалось, поздравляю, платина за одно прохождение теперь у вас почти в руках. Осталось лишь допройти игру, выполнив еще несколько пропускаемых достижений. Ну и конечно же вы снова можете пользоваться зеркалами, чтобы сохраняться. Поздравляю. После вышеописанных действий у нас остались глаза Карги, и теперь мы сможем выполнить другой квест, для которого они нужны. Сначала идем к горгульям, к которым ходили, пока делали задание с Каргой. Снова платим им 20 тысяч в сумме, получая 2 предмета. Далее телепортируемся к зеркалу Throne Hall, где используем 4 найденных части глинорожденного, чтобы собрать короля. Пока что не говорим с ним, а идем после этого в мастерскую. Наверху мастерской найдете Ярему. Поговорите с ним и истощите диалог, получив трофей Not the Same. Далее придите к Алой Королеве Ядвиге и отдайте ей глаза Карги. Затем истощите с ней диалоги. Затем вернитесь к королю и поговорите с ним, истощая его диалоги. Вам придется заплатить в итоге ему 30 тысяч костной муки, после чего он перестанет на вас нормально реагировать, что вам и надо. Вместе с этим получите трофей The King's Speech. Пока вы перемещаетесь между локациями, вам стоит навещать Карину, так как на данном этапе игры уже можно получить трофей, связанный с ней, если не получили уже. Перезагрузите локацию с королем, телепортировавшись куда-либо с этой локации, к примеру, к Карине, как я посоветовал ранее. Вернитесь назад, и теперь вместо короля будет обычный монстр. Убейте его. После этого продолжайте навещать Карину, если вам еще надо, пока не получите достижение No Place to Hide, и увидите конец ее сюжетной арки. Если достижение не выпало сразу, как только подошли к месту с Кариной, то поговорите с рядом стоящей Аделинкой. Вернитесь к Алой Королеве и истощите ее диалог, пока она не скажет, чтобы вы довели ее брата Ярему до вершины любой ценой. Вернитесь в мастерскую, поговорите с Йоном для проверки, точно ли вы истощили все его диалоги. Теперь ваша цель подняться на вершину замка. Путешествуя наверх, вам стоит найти Ярему, который будет стоять и ждать на нижнем востоке локации. Отдайте ему 10 тысяч костной муки и истощите диалог, после чего двигайтесь дальше на вершину. На вершине Восточной башни поговорите как с ним, истощив его диалог, так и с Алой Королевой. Через некоторое время после, на одной из платформ вы встретите своего доппельгангера, которого вы пощадили ранее. Если, конечно же, пощадили. После короткого диалога трофей Aid from Yourself ваш. Налево от этой локации будет точка невозврата, после которой трофеи, которые вы пропустили, нельзя будет получить. О ней вас предупредят в подсказке, где прямо и будет написано, что после этого вернуться будет нельзя. Пока что идти туда не будем, у нас есть еще дела. У финального портала, что мы найдем, мы снова найдем кота, после диалога с которым трофей Feed the Cat появится у вас на экране. Теперь вам стоит собрать все оставшиеся серьги. Сделать это довольно просто, так как они помечаются на карте, а стадия Луны постоянно красная, что нам надо для их спавна. Если есть проблемы с нахождением какой-либо сережки, в описании я оставлю ссылку на карту, где помечено абсолютно все, что можно найти в игре, в том числе и локации всех серьг.
После того, как вы соберете все серьги, вернитесь к Аделинке в мастерскую, где поговорите с ней достаточно раз, чтобы получить награды за сбор всех серьг и вместе с ними в награду трофей Child's Gifts. К данному этапу игры у вас должны были остаться всего 4 трофея, которые еще предстоит получить. Cleft Moon, Finale, The Cruel Queen и Farewell Friend. Если же у вас есть что-либо, что вы еще не получили, то скорее всего, либо вы что-то пропустили по гайду, либо же вы не выполнили какой-то боевой трофей. Для большинства боевых трофеев я рекомендую место слева от портала, которым мы пользовались для того, чтобы прийти к Карине. Каждый раз там спавнится 5-6 паучков, на которых удобно выполнить все, что вам остается сделать. В случае, если у вас осталось достижение за изучение высшего ведьмовства, то вам просто надо изучить любой скилл из самого низа ветки прокачки, и трофей ваш. С другими трофеями, я думаю, проблем возникнуть не должно. Когда вы будете готовы, то идите за точку невозврата и сражайтесь с боссом для получения Cleft Moon. После победы над боссом сначала поговорите с Ионом, что стоит справа, и стащите его диалоги. Когда вам дадут выйти с арены босса, направляйтесь на башню к Алой Королеве. Взаимодействуйте с Яремой, после чего поговорите с Ядвигой для финальных слов друг другу и трофея The Cruel Queen. Вернувшись в мастерскую, идите в последнюю маленькую локацию. В коридоре поговорите со всеми, в том числе и Йоном, в последний раз, после чего получите трофей Farewell Friend. Идите вперед и после финальной схватки получите трофей Finale, а также платиновый трофей. Поздравляю вас! Подводя итоги данного видеоролика, могу лишь сказать, что надеюсь, данный видеогид помог вам с получением всех ачивментов за одно прохождение, и вам все понравилось. Данный видеоролик, возможно, будет первым и последним на канале, так как он был сделан в порыве помочь людям и рассказать то, что я нашел сам в среде, где еще не было полноценного гайда на данную игру. Так что я с вами прощаюсь, но советую подписаться, оценить лайком и оставить комментарий. Если есть вопросы, конечно же, или хотите высказать свое мнение. Возможно, мы еще услышимся.